Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, создание элементной базы управления. Фактически речь идет о том, что мы создаем элементы управления как таковые, то есть как область информации, и исходя из имеющейся, некой набранной базы управления, совершаем управление. Либо это элемент управления, который существует как область информации, как некое событие, или это элемент, который является именно действием по управлению. Поэтому в данном управлении необходимо выделить прежде всего элемент, который наиболее необходим человеку в управлении. И если человек, например, совершает какой-то уровень самого создания, то получается, что он может выделить этот уровень тоже как элементную базу в своем управлении. И таким образом речь идет о том, что мы должны на основе разных элементов сделать уровень, который сочетается в виде уже конкретной концепции управления, то есть фактически соединить элементы и получить целостное управление. То есть речь идет о том, что мы выделяем не только там, например, какой-то стратегический уровень или там локальный, а фактически мы создаем структуру человека, личности человека за счет того, что мы все-таки выделяем какую-то элементную базу, то есть какой-то необходимый уровень, который сейчас необходим человеку. То есть, чтобы выделить какой-то элемент, необходимо прежде всего рассматривать действия человека, то есть его цель, желания, какие-то системы его реализации, потому что выделить элемент из человека, например, нельзя. То есть человек неделим, он единый, и поэтому можно только выделить его действия. Для этого можно сопоставить его внутренние стремления, с тем, что он должен сделать с его точки зрения, и рассмотреть, что тогда является элементом его действия, какого-то локального конкретного действия. Тогда, получается, нужно рассмотреть действие человека так, чтобы было понятно, например, что ему нужно, получается. Так как каждый человек находится в рамках своих задач, он не дает информацию, например, частную, в основном, если это ему не нужно человеку, то получается, что речь идет о том, что нужно выделить фактически некую такую обобщенную точку зрения, где присутствует уже действие Бога. То есть проще всего рассмотреть, что видит Бог в человеке. Тогда не нужно обращаться к человеку, видно, там, например, что видит Бог, и этот элемент достаточный для того, чтобы организовать, например, такой же, или его улучшить. И получается, во-первых, коллективная помощь в управлении, то есть идет улучшение некой ситуации другими людьми. Фактически то, чего мы и добиваемся за счет личного управления. И все-таки точность, что мы видим изложенную Богом задачу. Тогда получается, что Бог, который дает задачу, он одновременно дает ведь и знания о том, как задача должна быть распространяема. Получается, внешний наблюдатель, он может увидеть, или там управленец, как свою часть задачи. То есть не как, может быть, даже задачу того человека в полной мере, но именно как свою часть. Поэтому элементный уровень управленца – это решение все-таки своей задачи по уровню всеобщего управления. И вот уже через всеобщее управление вы выходите на решение частной задачи. Например, вам нужно составить некое, например, слово, некое действие. Тогда получается, чтобы это слово организовалось и было в пространстве управления синхронизировано, что ли, со структурой будущих событий, всех событий. С точки зрения технологии вечного развития, уровень самого создания – это тоже непрерывный уровень. То есть Бог, он может, например, самосоздаваться, но при этом он имеет неразрывный уровень своего развития. Получается, что вот уровень, когда мы имеем, например, развитие по следующему уровню слова, следующему уровню событий, это уровень, который максимально приближен к человеку. То есть нужно видеть, каким образом, например, личность, человек создает какой-то элемент управления. Предположим, слово, действие, событие. И вот этот уровень взаимодействия информации, когда человек взаимодействует, например, с собой, то есть его слово взаимодействует с самим человеком.
это элемент, который позволяет видеть, что нужно дополнить в управлении, то есть как выделить следующий элемент в его развитии, и чтобы этот элемент был устойчивым. То есть следующий элемент, он уже дальше от человека, да, то есть это все-таки элемент больше будущих событий. Ну, может быть, прошлых, но в основном это будущие события. И умение выделить в структуре этот элемент, учитывая, например, структуру предшествующих событий, учитывая всю предшествующую информацию, мы можем видеть, что информация, которая была в прошлом, может находиться как решенная в будущем. То есть все элементы прошлого, ну, если такое можно здесь применить в управлении, вот в целом аспекте, как бы целостно можно, вот в частном, что значит, любая ситуация, которая произошла в прошлом, как только она проявляется в будущем, это уже решенный вариант управления. То есть фактически мы можем прийти к тому, что значит, в будущем любой элемент управления является решенным. То есть элемент как элемент действия, как философия управления. И получается, что если, например, так рассматривать информацию, в общем-то, информация, как правило, она так и устроена, да, для личности человека. То есть человек сталкивается со своими какими-то задачами, часто основанными на какой-то информации в прошлом, на его там личном опыте. И получается, что он может сравнивать с какими-то там явлениями, ну, с которыми он знаком. То есть он знает какие-то информативные данные, он где-то был знаком в печати или там его личные данные. И получается, раз информация была в прошлом, то она ведь в текущее время решена на каком-то уровне. И вот если этот текущий уровень сделать очень динамичным, то есть как элемент действия, то есть текущий элемент, это есть действие, например, там, всеобщее, то получается, что любая информация с опорой на прошлое, это информация, не представляющая проблем для человека. А учитывая, что там, ну, если так рассмотреть, опять же, элемент действия по времени, то есть время как элемент действия, то получается, что здесь, в принципе, вот это вот, ну, продвижение в будущее можно сделать такую конструкцию управления, что мы не рассматриваем элемент, например, там, текущего времени, а берем именно действием контроля как структуру прошлого, так и структуру будущего, например, одновременно, где элементы прошлого там благоприятно разрешены. То есть элемент вечного развития, получается, можно так ввести в управление, это есть благоприятное решение всех ситуаций. Как, например, какую-то ситуацию рассматривать как структуру вечности. Это благоприятное для личности человека решение. Но здесь вот в самом управлении есть такой принцип подхода, что если мы рассматриваем какой-то элемент, мы должны уметь его создать, да, в управлении. И когда мы рассматриваем тогда, как его создать, то есть как приблизиться к себе, например, да, управление, то здесь видно, что приближаться нужно именно извне. Вот если рассматривать позицию, как вообще Бог к себе приближается в управлении, ну, в самоосознании, то Бог же должен к себе приближаться откуда-то извне. То есть его элемент сознания должен двигаться по отношению к нему, а Бог находится вот в конкретном месте. Тогда получается, что для человека должно быть так же. То есть самопостроение на уровне элементов информации – это есть внешнее действие человека по отношению к себе. Человек должен выбрать какую-то точку управления, и по аналогии с тем, как делает Бог, он просто должен эту точку приводить в структуру реализации действия. То есть тело как структура реализации его действия. Он не привносит там в тело какую-то информацию, да, если нужно, то он вносит, конечно. А в принципе он в движении к человеку уже совершает действие. Тогда получается, что мы имеем, ну, по типу некой такой галочки, отметки, да, что действие сделано. И выглядит, в принципе, похоже сюда, и сразу мы попадаем в действие, а человек как система отражения. И получается, что в данном случае мы видим действие, реализованное человеком за счет того, что человек решил там построить
первичный элемент, исходящий из него. То есть мы работаем не структурой, например, внутреннего давления, да, на оптику мира, там, а работаем внешней оптикой в данном случае управления, там, внешней средой управления, и работаем с элементами мира, которые неразрывно связаны с самим миром. То есть мы поэтому можем работать очень быстро, там, сверхбыстро. Взять и сразу получить управление, не вводя структуру во внутренний как бы мир человека, во внутренний процесс, или не выводя из внутреннего мира. То есть умение работать за счет такого подхода, как выделение именно необходимой для человека именно элементной базы. И когда вы начинаете видеть, как можно еще построить процесс, ну, более там, динамично, более оптимально, то видно, что все будущие события, они фактически могут быть в событиях текущего времени. Как вот, например, спрофилировать какое-то там, возможно, проблемное событие. Нужно сделать так, чтобы событие оказалось в текущем времени, а в текущем времени оно или не произошло, то есть получается, что оно в данном случае отрицательно не реализовано, да, в текущем времени. Чтобы оно было в будущем отрицательно также не реализовано, вы должны просто вот эту компоненту, как бы элемент события отрицательного типа, постараться притянуть ближе к текущему времени. Как только вы начинаете ее, именно элементную базу, выделенную как некая область информации, приводить ближе к текущему времени, событие начинает расформировываться в лучшую сторону. Вот уровень влияния на события. То есть вы выделяете именно конкретную форму, то есть элементную форму информации. И когда вы начинаете создавать некую базу универсальных систем, состоящих из именно элементов управления, из способов управления, там, из каких-то там, фрагментов событий, из действия на события, то есть это, в общем, достаточно многоуровневая элементная база в данном случае, можно ее так рассмотреть. И можно ее складывать в каком-то уровне, то есть некий универсальный такой модуль, который можно раскладывать и получать какое-то однотипное действие. То есть мы получаем, что внутреннее действие, которое есть неразрывное действие там, личности или там, Бога, когда мы получаем универсальную элементную базу, то это внутреннее действие становится технологическим действием элемента вашего сознания. То есть с опорой на эту систему, которая универсальна, ваше сознание может уже получать устойчивый, сопоставимый, например, с длительным каким-то уровнем управления результат. То есть вы получаете управление, потому что у вас универсальный опорный уровень. И вы получаете тогда действительно всегда устойчивое управление, потому что универсальная среда, она может быть по-разному как бы развернута. И вот этот опыт, который вы получаете от такого подхода в управлении, это есть опыт, который вашу элементную же базу управления строит на уровне просто материи, просто пространства. Например, поставив задачу управления, где нужно построить пространство управления или пространство возле вас, например, да? На уровне физического плана пространства. Если пространство строить точно, то получается у вас все время есть следующий уровень действия, да, следующий уровень там, движения. И, например, там, в лечении заболеваний часто умение выделять структуру личного движения или там, другого человека в движении, если речь идет о том, что нужно ему помочь. А может быть, там человек может быть совершенно здоров, просто хотя бы контролировать себя. Тогда вот здесь именно умение выделить элемент движения вашего, например, там, физического тела. При этом вы не рассматриваете структуру в виде такого объекта информации, как физическое тело, а просто рассматриваете, что тело в любом случае же есть. Раз оно есть в текущем времени, значит в будущем естественно. То есть это привычное состояние личности. И тогда получается вот этот уровень перевода информации, что физическое тело это само собой есть в действии управления. Тем самым вы вводите структуру абсолютности управления. Потому что получается, что когда вы считаете, что и вообще делаете управление, что физическое тело в любом случае есть, то получается, что само физическое тело
вводим как некий такой абсолютный элемент действия. То есть мы можем сказать очень четко, что если, предположим, рассматривать элементом действия именно физическое тело, контролировать вот этот элемент, да, целое физическое тело, ну, включая там духовный уровень, уровень действия души, то есть физическое тело и все атрибуты личности, это и есть элемент действия, то тогда получается, что приближение, то есть самопостроение информации возле вас, это фактически получается, что мы имеем, в общем-то, самопостроение на структуре собственной личности. Ну как вот делает Бог? Он каждый следующий элемент информации делает именно на структуре собственной личности. То есть получается, что если, например, есть какое-то действие в мире происходит, то можно проявить такое управление, то есть рассмотреть действие Бога, человека и вообще всех людей по отношению к этому действию. И получается, что элементом управления с точки зрения Бога является всеобщее действие, включая собственное, где он сам изначально является управленцем и приходит к себе, получается, да, то построение на платформе там, собственного мышления, собственной личности, свечение собственной личности, это есть наиболее как раз таки точное построение, где человек ни от кого не зависит. Ему достаточно выделить управление как действие внешнего мира и, например, свое личное действие и строить пространство, например, там мышления. Как только он пространство мышления начинает строить, то существует коллективная реакция на какое-то действие, любое. Там может быть случайное действие или там периодическое действие. И получается, что вот векторальность, то есть действие личности, действие Бога, действие коллективного уровня, проявленное в какой-то точке, это есть, ну, фактически построение пространства, вот именно построение пространства действия, и при этом, при всем, мы имеем в этом пространстве, ну, некую такую реальность, которая, в общем-то, начинает напоминать обычную реальность. То есть происходят какие-то действия, там, движения. И, например, в чем напоминание обычности действий? Да? То есть мы построили реальность, как вообще просмотреть, что эта реальность построена нами, например, да? А не сама по себе она существовала. Вот здесь очень четкая граница в этом управлении. То, что мы строим, то и есть вновь созданная реальность. Тогда, получается, в этой реальности должны происходить какие-то, ну, например, там, случайные события. Значит, получается, что первым элементом действия Бога, чтобы проявить, что он это, ну, пространство проявил, да, когда его построил, ну, является с точки зрения человека элемент случайного события. Как бы случайно. То есть события, которые не входят в линейную систему причинно-следственных структур. Тогда получается, что построено таким образом пространство, оно фактически идентифицируется как пространство, уже начинающее действовать, потому что можно построить пространство, но происходит все то же самое. Тогда как понять, что пространство уже построено в какой-то хотя бы степени управления? Вот именно одно любое случайное событие, и мы знаем, что что-то сменилось, да, в этом мире. Значит, и вот это внешнее событие, это есть диагностика построенного пространства, то есть это контур события. Если случайное событие не происходит, мы можем долго сидеть, ждать там и считать, что оно построено, а где оно реально, например. Ну, предположим, я диагностирую самолет. Как я могу знать, что я правильно продиагностировал самолет, ну, хотя, например, нет информации, да, в реальном времени. Ну, например, там, конкретно, секунда в секунду там, идет диагностика. Как понять, что диагностика правильная, я правильно оставил информацию. Одно дело, там, можно сказать, что да, вот опыт такой-то, там, все точно, то есть я могу на основе опыта сказать. Вот примерно так я действовал технологически, так и получается. Значит, это должно быть точно. А с точки зрения логики управления я должен ввести какое-то случайное событие, и оно не должно повлиять на результат диагностики. То есть я делаю диагностику какого-то транспорта, да, любой системы управления, так скажем. И если я ввожу, особенно четко это видно, например, в какой-то авиационной технике, такая максимальная концентрация разных систем, и получается, что если я ввожу случайное событие,
а информация сохраняется, значит информация точна. То есть я могу и не подтверждать, если я сразу вижу, что она точна. Но если мне нужно, например, технологически посмотреть, что она точная, я ввожу случайное событие как вектор, как бы случайной величины. Наиболее просто это в авиационной системе, как бы управления, где, например, высокая емкость каких-то технологических систем вложена, например, там в средства передвижения, да, в самолет, например, или там вертолет. То получается, что мы можем из коллективного сознания взять какой-то фактор, который относится к системе случайных событий, например, там, рассмотреть конструкцию средства передвижения, какой-то элемент конструкции, опять элементная система, и просто постараться на нем сконцентрироваться, например, там, усиливая резервность этой системы, то есть увеличивая ресурс фактически, чтобы там транспорт этот благоприятно функционировал. И вот за счет увеличения ресурса мы видим, что структура сохранится. То есть мы случайным событием вводим какое-то позитивное событие, например, да, если сами вводим. С точки зрения логики управления, например, вот для Бога получается любое событие, оно позитивное в этом плане. То есть он дает структуру созидания, он вводит для себя лично, например, созидательный уровень управления, а дальше он развивается уже по-разному в зависимости от воли человека, например. То есть получается, что вот следующий уровень развития, как только мы построили структуру, оформленную, там, похожую на ту реальность, которая была до начала такого построения, то вот стыковка этой реальности с фактологической, так скажем, напоминает ту структуру, что вот есть некий там поезд, да, который едет, некий вагон, а рядом есть тот, который построен, и он хочет быть таким же, да? И вот он где-то рядом находится, вот он уже близко там, и вот идет где-то стыковка, например, вагон, который называется реальностью, он начинает стыковаться с тем, который вы построили. На каком-то уровне должны совпасть, да, в бесконечном каком-то варианте. То есть в бесконечном управлении, в бесконечном развитии эти два объекта управления должны совпасть. То есть вы должны настолько идеально построить конструкцию управления, что ваша структура мышления совпадает с тем, что весь мир где-то видоизменился, и вы должны не просто там по закону всеобщих связей все сразу на все влияет, а именно выделить элемент управления, и этот элемент, эту автономную область управления состыковать со всем внешним миром. Тогда получается, когда вы стыковку производите, то есть идет совмещение этих систем, то в принципе это, в общем-то, по сути, во многом и механизм, например, там, лечения людей. То есть умение отдельно выработать концепцию лечения и заложить основную структуру, а потом совместить с системой реальности. Не только для конкретного человека, который там нуждается в лечении, а вообще со всей системой реальности. То есть вот этот внешний вагон, так скажем, условно, о котором я говорил, как о системе реальности, например, который строился вагон, это система управления, то получается, что также можно сделать конкретно и на железнодорожном транспорте, чтобы продиагностировать вагон какой-то реальный. Можно вообще наоборот делать, просто взять его образ информативный и посмотреть отличия по связующим линиям. Вот эти линии связи информации физического объекта, они же через что-то проходят. Например, если мы имеем в пространстве мышления какой-то участок информации, который соответствует там физическому вагону. Пусть это будет какой-то там участок информации, например, там А буква, да? Если мы думаем о том, что какой должен быть вагон, и начинаем этот вагон, который мы как бы промысливаем, приводить к этому участку, то возникают очень стройные такие линейные линии, и прям вот конкретно даже практически по оси симметрии возникает информация, фактически информация по всей линии может быть выявлена, но на самом деле она больше даже видна прямо на ткани физического вагона. То есть если вот в информации мы не прослеживаем, где мы рассматриваем физический вагон, а где информативный вагон, то информация сама по себе, она возникает из той части
пространство восприятия или там мышления, где именно физический вагон. И здесь сразу виден сам, например, там дефект или какая-то проблема, да, конкретного вагона. То есть он начинает фактически как бы внутренне светиться, то есть можно просто видеть буквально и структуру материала, и что там происходит. И это относится, естественно, и к управлению, направленному, например, на здоровье человека. В отличие просто от какой-то технической системы или любой другой, у человека управление идет в структуру его будущих событий. И получается, например, его будущее событие складывается в будущем благоприятно. Есть первичное действие, как бы до момента случайного как бы действия. Да? И следующее действие должно быть обязательно благоприятно. То есть человек проявлен в управлении как уровень, так скажем, личностный уровень, где управление идет в том пространстве мышления, где есть будущее событие. И вот технологически, если продумать вообще, вот, например, человек думает, в каком интервале времени он думает там, про технику, да, если так можно выразить, там, про человека, то про человека он все время думает в будущем. Это область, относящаяся к структуре именно будущей информации. Вот взять элемент мышления человека, посмотреть, как выглядит даже в оптике, да, весь внешний мир, посмотреть, что означает будущее. И тогда можно видеть, что то, что касается людей, вообще говоря, там отдельно у каждого человека, это всегда в будущем. Значит, получается, структура мышления, она так устроена, что мы все время находимся где-то в категории будущего. То есть элементы управления таковы, что мы все время рассматриваем именно категории будущего для людей. То есть для людей мы закладываем именно постоянно вечное развитие. То есть все время будущее есть. А вот для других систем, вообще говоря, там в первую очередь те элементы, которые возле человека, кто относится именно к понятию, например, биологически живых объектов. Есть такое выделение в этой системе информации, то есть элементной системы, то, что называется, например, восприятие человека жизнью как таковой в биологическом проявлении. А если какая-то технологическая система, да, созданная, которая, в общем-то, можно создать, человек может ее создать, машину может отремонтировать, здесь все время идет статика текущего времени. Вот даже можно обратить внимание, что достаточно просто с этой позиции, вообще говоря, диагностировать систему любую. Имеется в виду здания, какие-то вот такие вот конструкции, именно которые относятся к структурам статики, да, скажем так, с точки зрения того, что статика имеется в виду проявление, структуры, которая зависит от человека, то есть динамическая система человека, а статика, что человек может воспроизвести. Не обязательно только дом, может быть это спутник, но он находится в статичной системе по отношению к человеку. И тогда получается, что будущее как структура мышления, которая содержит информацию, а текущее как элемент реального времени, то вот стыковка будущего и текущего времени — это есть постоянная диагностика объекта. То есть на определенном уровне у человека есть все время диагностика всей внешней системы, где в будущем это элемент отношения, человек относится к человеку, например, Бог относится к человеку. И здесь мы, в общем-то, имеем фактически управление такого типа, что ведь когда Бог соотносится с человеком и, например, взаимодействует, это уже не совсем элементная база, да, управления. Это как бы одновременно всеобщая база управления, и поэтому получается во всеобщей базе управления мы можем, например, если вот, например, здесь делать словесный как бы план такой, вот мы строим слово, да, одновременно строим, можем делать так, что словесный план, он может быть не реализован, например, в виде конкретного слова полностью, мы можем сокращать слово, изымать, например, из слова какие-то буквы, звуки, или ускорять действие слова. Можно говорить просто слово обычным образом, но при этом ускорять за счет мышления.
И когда эти действия проявляются, то есть мы начинаем видеть, что для чего-то же мы сокращаем структуру словесного управления, да? Для чего-то мы хотим показать слово в более быстром варианте. То есть на духовном уровне мы слово показываем, но мы можем его не проговаривать полностью, ну, там сокращенно, как студенты иногда пишут, может там сокращенно записать, не обязательно студент, да, школьник, любой человек. То есть получается, вот если многократно смысл вкладывать, кто сокращает, да, ну, 3 категории: студент, школьник, там, любой человек, или может быть еще служащий и так далее. То есть сокращение слова и сразу же много объема информации. А как опередить события, как сделать событие более доступным там, для управления всем, причем в вечном контексте управления? Для этого нужно, чтобы ваш элементный, то есть уровень базовости управления не четко, может быть, фиксировался на конкретном слове. Первый путь к этому – это сокращение слова, может быть, изъятие там буквы, звука. Если при этом это не конкретно может быть изъятие, а приглушение звука. В каких-то более срочных случаях это изъятие. Можно говорить полностью слово, но изымать, например, мысленно структуру звуковую. Можно изымать мысленно структуру буквы. И вот если из слова все время изымать одну букву за другой, при этом проговаривая слово, да, то есть говоря, но при этом брать и вот эту информационную как бы матрицу отсюда, из этой области управления, взять и все изъять, то вы получаете вторичное слово, такое же, но на информацию. То есть, во-первых, в слове первое слово, оно само по себе существует, тоже информация. Но если тот же признак такой же, как вы делаете по отношению к объектам там, физической реальности, вы примените здесь, то изъятие вот этой информативной составляющей слова, получается, вы берете и фактически дробите саму информацию на элементной базе. И ее дробите достаточно просто. То есть вот перед вами какое-то слово, там, например, там, видеокамера, да, слово. Вы берете там, следующее, может быть, видеозапись, близкое по значению, да? Уже другое слово, но есть, например, там какое-то общее видео. Если вы рассматриваете слово «человек», то вы видите одну область информации. Вот человек – это объединяющая система в управлении. Получается, что по отношению к человеку вы можете сделать диагностику, например, там, видеозаписи или видеокамеры, вообще любого другого явления. Да? И получается, что выделение на информативном уровне элементной базы приводит к человеку в точности управления. То есть вы видите структуру именно человека. Также делает и Бог. Любой уровень увеличения мира, там, на элементном уровне там, появления новых элементов мира, это есть путь к Богу. И получается, что если мы начинаем делать управление таким образом, что у нас, например, там возникают структуры, которые требуют просто внешнего управления, то есть в обычном уровне управления человек совершает какие-то действия, там какие-то проводит мероприятия в обычном порядке. Да? Вот, например, если мы в качестве элемента управления возьмем некий универсальный уровень и скажем, что вот через этот уровень мы можем взять и сделать управление, и нет проблем. То есть взять как бы внешнее управление по отношению к себе или там, к другому человеку. Например, там какой-то человек не хочет лечиться, а он на АЭС находится, и от него очень много зависит. Его надо вылечить в любом случае, например. Тогда в этих случаях, естественно, не только в этих случаях, любой человек может иметь возможность и имеет право вылечить любого другого. Там главное возможность души человека другого воспринять эту информацию, как бы не отторгать все. И получается, что если вот, например, другой человек никак не отторгает, то есть он согласен в неявном, да, уровне, и вам нужно взять и сделать, чтобы он там был совершенно здоров, просто у него оптимально сложились события, например, если он и так здоров. И вы делаете внешнее управление фактически просто за него.
например, ну, как со стороны это воспринимается, как будто бы вы вводите управление, и все так совершается, что вот как вы поставили, ну, а вы ставите, например, там его вечное развитие, его вечная жизнь. Но по большому счету, по сути, на самом деле человек все это принимает, он должен это принять. То есть ваше действие не должно быть отлично от того, что у человека вообще реально заложено в его судьбе, как он видит ее. Только в этом случае идет стыковка информации, и он развивается фактически ну, за счет внешнего управления, получается. Такого конкретного внешнего управления, которое выделяется как именно элемент управления конкретно. То есть вы заложили управление, он может быть там ну, ничего не делает, да, другой человек, или не хочет делать, вы делаете за него, и все это проходит так, что он в управлении участвует, у него все благоприятно складывается, и такое как бы ощущение, что можно взять совершенно как бы просто внешнее управление над собой, да, и вместо тех признаков, которые существуют, ну, в неком таком автоматическом, что ли, режиме, да, у любого человека, когда он делает какие-то действия, которые как бы сами по себе существуют, он не задумывается, то получается, что существует уровень такой, что можно взять абсолютно все управление на себя, но только следует выделить именно элементность, то есть какой-то период. Тогда понять, что в этом периоде вы провели управление, но вот в бесконечном развитии все-таки структура вот этого внешнего управления обязательно входит в структуру коллективного сознания всех людей. И тогда, если один человек это не делает, то есть не значит, определяет свои события только управлением, то вы все равно на каком-то уровне выйдете на уровне даже вот физических действий, там, в то, что вы начинаете как бы стыковаться в уровне действия, в уровне даже расположения, управления там, по словам, с тем, что вот делает там, один человек, который этим не занимается. И получается, что мы можем сделать элементно какое-то действие на какое-то время, но при определенных условиях, если в коллективном сознании существует элемент, где это не делается, то этот элемент через какое-то время может быть ну, таким же по уровню управления, то есть все элементы равны. Тогда получится, что вы, ну, совершая там какое-то управление внешнее по отношению к объекту управления, вы все-таки приводите к тому, что чтобы было устойчивое управление, надо образовательно какой-то информативный уровень вывести на структуру восприятия того отдельного человека, который, например, в данный момент, ну, собственно говоря, может не очень воспринимать управление. Тогда получается, что перевод этого управления на конкретного человека – это все-таки действие уже более локальное. То есть вы должны конкретному человеку сделать, собственно говоря, такое, что ли, целевое управление, чтобы до него дошло, если там это исцеляющий импульс, да, например, исцеляющий импульс, вы должны его довести в структуре, может быть, совершенно произвольных действий другого человека. То есть он может при этом себя вести совершенно там по-разному. Вы взяли, там, довели исцеляющий импульс, а дальше его реакция уже произвольна на этот импульс. Она может быть разной, да, например, там люди могут что-то ощущать, кто-то может ничего не ощущать, но тем не менее в некоторых случаях вот это вот обязательное доведение управления до реализации, а вот уже способ реакции человека на исцеляющий импульс, на какое-то действие, вот это уже его личная воля, да, например. Ведь Бог всегда дает структуру личной воли. Вот тогда как, если он берет и спасает человека, а где тогда личная воля человека? Вот личная воля проявляется в его следующем действии, в реакции на импульс Бога. То есть он может, например, тогда уже как бы, ну, как-то воспринять эмоциональный этот уровень или как-то там по-разному, да, вот именно его реакция с точки зрения действия приравнивается к тому, что было действие, например, спасения.
по отношению к нему. То есть все, что касается системы макросозидательности, в данном случае здесь такой ракурс управления, что опять, несколько условно это выглядит, что все действия равны, то получается после спасения действие реакции равно действию спасения. Как бы если бы это сделал сам человек, да, то есть принял бы. Значит, существует путь, когда, если там душа человека не очень знает, или там нужно вывести управление до уровня какого-то макрообразования, в плане именно получения образования, знаний, то получается, что здесь есть очень, собственно говоря, такой простой путь управления по именно элементным системам, где уже базовый уровень управления создается на непрерывной базе развития души, то есть распространения души в структуру следующих событий. Например, у человека нужно вылечить то, о чем он не знал, да, что там есть проблема. Ему, естественно, не нужно говорить, а нужно сделать управление, то есть сделать нормирование, чтобы он, может быть, лучше и не узнал бы о том, что какая-то проблема существовала, да, в будущем. То есть не столкнулся с этой проблемой нигде. То есть фактически это факт мгновенного излечения. Но если он, например, не знает, то получается, и в будущем он не будет знать, вы взяли и сделали излечение, то получается, где факт его свободной воли тогда? И вот здесь фактор свободной воли заключается в том, что уравнивается уровень того, что, возможно, он вспоминает, что где-то ему нужна была помощь, не обязательно по здоровью. Тогда вот этот уровень того, что он же где-то раньше, возможно, даже в процессе обучения, где-то помощь мог, например, просить, да, получается, или был настроен на помощь, на получение помощи, то мы можем вот эту структуру управления, его более ранний настрой, вывести как структуру его системы действий сейчас. То есть найти информацию, где он хотел помощь, взять отсюда универсальный модуль, базовый такой, что просто просьба о помощи. Какую помощь, не суть важно. И через это провести управление в его внутреннюю систему по его спасению. Дальше он в этой системе имеет больше возможности взаимодействовать по принятию системы или не принятию. Но когда система находится ближе, она уже его спасает. Как, например, Бог спасает в любом случае. Он просто, получается, наращивает с точки зрения этой технологии, наращивает все время каналы доступа и все время увеличивает концентрацию именно технологии благоприятных событий. Когда человек с молитвой обращается, он просто открывает это пространство, и тогда это пространство может быть более быстро заполнено, пространство спасения, так скажем. В данном случае, когда мы используем, некую псевдоконструкцию, то есть человек, например, не просит о помощи, потому что он не знает, что ему, например, нужна помощь, или он не успевает, да, тогда получается, что мы наращиваем, просто находим все элементные базы, где когда-то по каким-то причинам нужна была помощь, и используем эти каналы для ввода информации и спасения конкретного человека. А дальше элемент свободы личности – это элемент уже его личного выбора. Вот элемент личного выбора – это как он в будущем воспримет это спасение и использует как знания, то есть начнет их распространять, например, или же здесь больше действует элемент того, что он не будет их распространять, так явно, скажем, но будет действовать в зависимости от этих знаний. Но тогда все равно он их поведением распространяет, получается. И так или иначе, система его действий, то есть система его согласия, она такова, что здесь мы имеем фактически такой уровень управления, что когда он начинает распространять знания человек, то в принципе мы имеем, в общем-то, по сути, ту элементную базу, которую он сам перед собой видит. Например, мы можем сказать, что человек, который, например,
распространяет знания, сам себе строит структуру будущих событий. Да? И исходя из этого, если он уже эти события развивает, собственно говоря, спокойно, то получается, что он фактически согласен с тем, что более ранние события произошли. А это означает, что, в принципе, раз более ранние события произошли, он с этим согласен там, по ряду того, что он выбирает уже построенный как бы участок событийного пространства для себя, то он, в общем-то, можно сказать, что построил структуру управления, там, построил структуру событий, и фактически здесь получается так, что он согласился как со структурой предшествующих событий, то есть перенес структуру управления, да, на элементном уровне в будущее, так и фактически построил себе то будущее, которое совершенно четко на уровне информации можно видоизменить. Раз он находится в точке управления, где он согласился с предшествующим событием, даже если оно есть действие внешнего управления, да, а при этом он считает, что в будущем это приемлемо, то есть он, получается, действует достаточно гибко, данный какой-то конкретный человек, то как раз в вечном именно развитии, вот это совокупное действие опыта всех, коллективное преодоление какой-то ситуации, или там каждый человек в отдельности, если преодолевает ситуацию, то эти знания, если каждый человек берет сразу же и использует их, например, как систему действия, то он фактически работает на коллективном пути. И уже здесь структура создания, например, души человека, например, там действие с точки зрения именно создания души человека, не просто там, например, какое-то действие, обычного управления, но именно вот как бы больше макросоздания, то здесь видно действие Бога, где есть именно всеобщий контекст совершенно действия. И в этом всеобщем контексте видно, каким образом именно элемент создания души человека, как элементный уровень, да, он действует уже как бесконечный уровень. То есть именно в структуре создания души человека каждый элемент — это есть бесконечная система. И таким образом мы видим, что тот элемент, который исходит из уровня души человека, это есть элемент бесконечного толка и как бы свойства. То есть таким образом мы привели элемент управления к бесконечному уровню, когда рассмотрели личное действие человека, действие по отношению к нему, и увидели, что именно в структуре души мы видим именно бесконечность, исходя из того, что элемент действия сам по себе бесконечен. Ведь душа строится из бесконечных систем, поэтому получается элемент действия приравнивается к самому действию, то есть к событию, и при всем при этом и событие, и элемент действия — это есть бесконечная система. Тогда получается, что мы можем вполне выровнять управление, по сути, любого толка в структуре души человека, если мы видим, где происходит именно стыковка некая элемента действия, например, да, и элемента души человека, потому что душа человека — это уже есть сам человек, это уже принятие, действия человека получается. То есть человек принял некое действие самостоятельно. И получается, раз он принял некое действие самостоятельно, то, в принципе, если мы начинаем рассматривать, что до элемента создания души человека мы видим первичные параметры, то есть мы видим, что человек, например, реагирует на свою собственную душу как на структуру созданную, да, это уже, значит, существует человек. А если мы рассматриваем действия, идущие к человеку, то получается, что это есть действие Бога. И вот стыковка действия души, то есть элементного действия, получается, души человека, и действие по созданию души, это и есть как раз-таки тот уровень, где все элементные базы фактически смыкаются, и возникает такое, макроуправление, так скажем, да, где элемент — это есть бесконечность, и на духовном уровне это можно воспринять, что любой элемент — это бесконечная величина. А это есть духовное знание как раз по вечному развитию,
тогда получается, что вы можете вполне сделать управление по самопостроению фактически, да, за счет только духовного знания, духовного стремления даже. Духовное стремление – это есть гарантия вашего вечного развития, вашей вечной жизни в данной форме. Достаточно только элемент перевести в бесконечную сферу. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.